Знаете, что бывает, когда критики и игроки смотрят на одну и ту же игру, но видят совершенно разное? Сегодня мы как раз и разберемся в этом великом расколе в мире покемон, который устроила Legends ZA. Попробуем понять, как одна из самых ожидаемых игр умудрилась разделить все сообщество на два лагеря. И давайте сразу к главному. Вот просто посмотрите на эти цифры. С одной стороны, оценка критиков на Metacritic. Вполне себе солидные 78 баллов, то есть в целом положительно. А с другой – оценка пользователей – всего 4.7. В целом неблагоприятно. Это не просто разное мнение, это целая пропасть, и именно она – причина нашего сегодняшнего разбора. Так как же так получилось? Каким образом игра, в которую верили, от которой ждали прорыва, вызвала настолько противоположные эмоции? Что ж, давайте по порядку пройдемся по всем аргументам и за, и против, чтобы докопаться до сути. Чтобы понять всю глубину разочарования некоторых игроков, надо сначала вспомнить, какими были ожидания. Они были просто гигантскими. Ажиотаж стоял невероятный, ведь нам обещали не просто очередную игру, а по сути настоящую революцию для всей серии покемон. Во-первых, это же возвращение в Калос. Этот регион многие очень любят. Фанаты ждали этого буквально годами, и сама мысль о том, чтобы снова оказаться в знакомых местах, но уже как-то по-новому, вызывала дикий восторг. Но все-таки главным козырем ZA должна была стать боевка. И тут разработчики пошли на очень рискованный, очень смелый шаг. Они взяли и полностью переделали классическую механику, которая была основой серии с самого ее рождения. Вот это сравнение говорит само за себя. Слева то, к чему все привыкли, классические пошаговые бои. А справа то, что предложила ZA – динамичный экшен в реальном времени, где уже важна и реакция, и куда поставить своего покемона, и как грамотно использовать перезарядку способностей. Это было, фундаментальное изменение, очень смелое. Так что же такое система кулдаунов? На самом деле все довольно просто. У каждой из 4 атак покемона есть свой таймер перезарядки. И это сразу заставляет думать наперед. Может, стоит ударить чем-то мощным, но потом долго ждать? Или лучше использовать более слабые, но частые атаки? Появляется новый слой стратегии. И критикам это очень понравилось. Они были в восторге. Вот, например, GameSpot идеально все сформулировали. Они написали, что боевая система в реальном времени переосмысливает знакомые приемы захватывающими новыми способами. Для прессы это был глоток свежего воздуха, и, надо признать, в этом плане игра действительно удалась. Итак, с боевой системой разобрались, это жирный плюс. Но теперь давайте перейдем к самому, пожалуй, спорному моменту игры, к ее миру и тому, как он был подан. Именно здесь мнения разлетелись просто на 180 градусов. Разработчики приняли, невероятно смелое решение. Вся игра, абсолютно вся, происходит в границах одного единственного города – Люмиос-Сити. Никаких тебе путешествий по разным маршрутам, полям и лесам. Только один огромный мегаполис. И опять же, часть критиков эту идею оценила. Вот, например, Pocket Tactics написали, что город выглядит фантастически и что в нем можно отлично провести время. Казалось бы, с точки зрения картинки все здорово. Но на каждое такое мнение нашлось и прямо противоположное. Dajim Recreation просто уничтожили визуал, назвав игру посредственной и небрежной RPG, а сам город — безвкусной коллекцией слабо текстурированных зданий. И вот эта резкая критика нашла огромный отклик именно у игроков. И вот что чаще всего можно было услышать от игроков? Что подача какая-то дешевая, без озвучки, что графика устарела лет на 10, что так называемые дикие зоны для ловли покемонов тесные и скучные. И что искусственный интеллект и стелс-механики сделаны, мягко говоря, не очень. Вот это все и привело нас к тому самому расколу. А теперь давайте посмотрим на сухие цифры, потому что они делают эту историю еще более странной и парадоксальной. Мы снова смотрим на этот график, но теперь уже понимаем, что за ним стоит. С одной стороны, 78 баллов от критиков, которые оценили инновации в боях, а с другой – 4,7 от игроков, которых разочаровали техническая часть и дизайн мира. А теперь самое интересное. Несмотря на просто шквал негатива от игроков, за первую же неделю было продано 5,7 миллионов копий игры. 5,8 миллиона – это колоссальный коммерческий успех. Как такое вообще возможно? Неужели бренд Pokemon настолько силен, что ему все прощают? Вот этот отзыв с Metacritic как бы дает голос всем недовольным.
Люди жаловались на все, на сюжет, на структуру заданий, на ощущение пустоты в мире. И этот комментарий всего лишь один из тысяч похожих, которые и сложились в ту самую низкую оценку. Так, давайте подведем итог, чтобы все было наглядно. Слева – то, что понравилось критикам. Свежая боевка, возвращение мегаэволюции, классные боссы. Справа – то, что вызвало гнев игроков. Ограниченный мир одного города, технические проблемы, пустые улицы и отсутствие духа приключения. Получается, в одной коробке лежали две совершенно разные игры. И что же все это значит для будущего франшизы? Ведь такой прецедент ставит перед разработчиками очень-очень непростые вопросы. По сути, весь этот парадокс ZA можно уместить в одну простую мысль. Это был огромный, смелый шаг вперед для боевой системы, но, возможно, такой же большой шаг назад в том, что касается построения мира и атмосферы приключения. И в итоге Legends DA оставляет всех нас с одним фундаментальным вопросом. По мере развития серии, что же все-таки важнее? Инновации в том, как мы сражаемся, или создание живого, интересного мира, за который хочется сражаться? Ответ на этот вопрос, скорее всего, и определит, какими будут игры про покемонов в ближайшие годы.